Здравствуйте, мои дорогие. Давайте посмотрим, как все разрешится. То есть ситуации у всех разные, но решение будет сейчас подсказкой. Давайте же смотреть, как все разрешится. Вы можете, в принципе, сейчас подумать о какой-то вашей задаче, да, может, проблемной какой-то ситуации, которую вы хотели бы разрешить. То есть это решится, и это точно 100%. Сейчас мы будем смотреть, как все разрешится. До победы разрешится. Смотрите, тут нам просто вот одну карту, все, закончен расклад, шутка. Так, вы сохраните эти позиции и по праву будете на самой, на высоте, да, то есть ваше слово, закон, ваше право отстояно. Вы действительно, завоевали свои позиции и не отдаете. Так, но тут я так скажу, что разные окрас, да, вот этих вот событий, вот этого события. Например, вы можете действительно отстоять, и кто-то пострадает, да, тот, кто был неправ, но также вы можете убедить человека, да, который вам, возможно, близок, вы тоже сможете удержать вот эти позиции и выровнять ситуацию благодаря вашей честности, благодаря вашей светлой позиции, благодаря тому, что вы, в принципе, знаете, что делаете. Так, хорошо. Как все разрешится? Что еще говорят? Так. Здесь говорят, что были какие-то иллюзии, да, что это у нас тут такое, что все поменяется, но было разочарование, да, было разочарование. Тут еще какой-то кармический урок. Почему это произошло? Потому что не был пройден кармический урок. Но смотрите, как решится ситуация. У вас будет праздник в доме, у вас. Это в прошлом уже вот это вот, да. А вот состояние праздника — это вот сейчас и настоящее. Все-таки карта радости и удовольствия, праздника, когда рядышком самые близкие люди находятся. Как все разрешится? Так, а здесь показывают ситуацию, когда вы уже, вот кажется, что проиграли. Когда вы уже даже смирились с этой позицией, может быть, да, или не смирились, но чувствуете, что тут делать, что тут уже не поделать. Физически, наверное, да, пришлось смириться. Вам говорят еще, тут это, знаете как, тут не так прочат, чем это разрешится, как говорят, что лучше сделать. Просто выстои это время, просто выстои эту ситуацию. И подожди, да, то есть тут как раз вот за это время, во-первых, у вас появятся новые мысли, вы как-то переосмыслите вообще все происходящее, все, что было связано с этой ситуацией, а также найдете какой-то новый ответ. В общем, говорят, пока повисите, да, не действуйте. Как разрешится ситуация ваша? Что еще там разрешится у вас в жизни? Так, ситуация с поездкой, которую вы планировали. Высшие силы говорят, пока не надо. Почему? Потому что, может быть, средств не хватает, да? А нужна ли вам вообще поездка эта? Нужно ли доставать средства? Нет, не загоняйте себя в кабалу, которая называется кредиты. Так. Что еще? Что разрешится? Как разрешится? Давайте посмотрим. Так. Ой. Какая прелесть. Секунду. Ой. Угу. Вы развиваете свою какую-то черту, свое одно какое-то направление. Одно или нет, тут уже по-разному может быть. У вас есть все для того, чтобы действительно развиться в какой-то сфере
Вот. И причем идет все к тому, что это будет меняться и меняться в лучшую сторону. Связано это изменение будет с тем, что вы встречаете кубкового короля. Вот такой вот мужчина, добрый какой-то мужчина, добряк. Вот. И он ведет вас в какой-то путь. В какой путь? Куда ты ее ведешь? Ой, боже, вы даже не соглашаетесь, не хотите, но это вообще к звездам вас ведет, мои дорогие, и к богатству, да. Вам нравится такое определение? К звездам и к богатству. Так, делаю расклад ночью в 2:25. Это надо такое. Это вы меня подняли и сказали, сделай нам. Вот как раз надо что-то услышать. Кто-то меня просто сейчас спрашивает, как же разрешится моя ситуация. Ну вот разрешится. Пускай это видео будет вам медитацией перед сном в следующую ночь, да, скорее всего, вы посмотрите это утром. Для того, чтобы ваша проблемная ситуация разрешилась самым чудесным и волшебным образом. Так, что еще разрешится? Так, много желаний, которые вы хотели исполнить. А оно вам дается, между прочим. Вам дается решение этой ситуации, да. То есть тут как много было желаний. Или же привыкшие к хорошей жизни. А если нет такого, небольших желаний, небольшого количества желаний, не привыкли к хорошей жизни, тут говорят о том, что вы хотели бы этого. Вы, возможно, планировали как-то это, да, или просто вам нравится, когда все-таки в вашей жизни все хорошо, кому не нравится. Так вот, вам говорят, дают не 9, как вы просили, а 10. 10. И причем еще дополнительный сюрприз и бонус. Это очень хорошие карты. Во-первых, разрешается ситуация в семье. Вам даются какие-то дополнительные шансы к решению этой ситуации. Вы довольно продуманно действуете. В принципе, навмання. Да, буквально не понимая, куда вы, хотела сказать, куда вы бьете, да, либо, куда вы замахнулись. Но тут как в цель попадаете. Вам обеспечено. Эти карты объясняют мне, знаете, сейчас ситуацию, которая могла быть до того, пока вот эти возможности не появились. Потому что здесь показывают, вот я на семейную карту кладу, да, что там проходили какие-то сложности, да, люди не могли слышать или видеть друг друга здесь, или услышать, знаете, когда говоришь, а все равно никто не слышит. Вот дьявол был, говорят. Да в любой форме этот дьявол может быть, да, просто кто-то, чье-то вмешательство, либо что-то вот как-то не ладиться начало, да, в семье. Я пока это не смотрю, я просто решаем сейчас, да, ситуацию эту. Это ссоры могли быть, да, уже кто-то начинал смотреть, как решить эту ситуацию. Вы знаете, и вы находите путь. Вы, скорее всего, призвали это видео, и оно случилось. Кто-то действительно очень сильно захотел, чтобы я вам тут наснимала. Напишите, это вы? Кто тут такой желающий был? Смотрите, вы начинаете новый путь. Новый путь в стабильности и благополучии. Вот так вот. В общем, все эти 3 карты вот здесь вот объяснились. И смотрите, эта стабильность реально, довольно-таки прочное положение. Прочное положение в обществе, либо прочное прочное положение вообще, да, вот стабильное положение финансовое. Так, оставляю сигнификаторы. Вот они. Видите, как все меняется. Как все меняется. Замечательно. Так, давайте загадайте еще вот какую-то ситуацию сюда. Как решится эта ситуация? Давайте подумаем, каждый. Я сейчас свою ситуацию на эти карты загадаю, вот сейчас на остаток. И как решится эта ситуация? Вы можете сюда даже загадать что-то, что не сильно вас тревожит, но вам интересно, как же разрешится эта ситуация. Я расскажу сейчас, кто там что загадал.
Так, что же вы такое загадали? Я просто смотрю, что эта ситуация разрешается только тогда, когда вы победите какого-то дьявола. Дьявола между вами и этой ситуацией, между вами или каким-то человеком. Вот. Сложно вам будет это сделать. Или же, если вы хотите эту ситуацию, чтобы она вот как-то проигралась, да, то на первых этапах или вообще будут какие-то сложности, если вы не победите дьявола. Что такое дьявол? Да, в любой сфере он по-разному, да, может называться. Ну, когда есть двое, да, а третий влазит, это уже неправильно. Вот. Когда есть вы и ваше благополучие, и третий кто-то влазит, например, ведь тоже и старается помешать, что-то там может колдовать или шептать вам какие-то неприятные вещи. Вот, это тоже как-то дьявол. Это вас страшит этот момент. Вот так вот разрешится эта ситуация. Вам необходимо новое дыхание, новый путь, новый взгляд на эти вещи. Да. Угу. Тут нужно вот именно от старого взгляда отказаться. Как-то по-другому посмотреть. А может быть, даже если это какие-то отношения, допустим, да, то по-другому, ну, идти к другим берегам, как бы больно это ни было. Вот так вот. Если это касается другой ситуации, но все равно здесь, видите, как оставьте хорошее себе впечатление с тем, с кем было общение. Вот. И идите к своим целям, к своим берегам. Так. Загадывайте еще ситуацию, еще посмотрим, как разрешится ситуация. Или не загадывайте, можем. Тут, видите, как новое начало, которое вы создали, оно принесет такое вдохновение. Да, вам это очень будет нравиться. А также здесь новые люди, новое знакомство, новое дыхание в отношениях с близкими людьми. Исцеление отношений. Давайте же посмотрим еще на то, что рекомендуют высшие силы вам в тех сложных ситуациях, которые возникают у вас в жизни. Как их решить? Когда есть выбор, да, вот 2 дороги, 3 дороги, сотни дорог, выбор делай очень быстро. Первое принятое решение часто бывает правильным. Но, опять же, я так скажу, если вы понимаете, что через 100 шагов или через 1 шаг это не то не слабо должно быть повернуться назад и идти по другой дороге. Вот так, вот так. Ух ты. А смотрите, когда вам будет предоставлен выбор, делайте этот выбор быстро, потому что он будет действительно правильным. Вы видите как? Вы попадаете как в точку. Вы залечиваете самое больное свое место. Вот так. То, что было для вас самым-самым, ну вот как опасным, да, там, где вы, вот самое слабое место. Это, кстати, может быть и касаться организма, не вопрос. Но также я больше говорю здесь о состоянии жизни, да, вашей, когда вы излечили самое больное ваше. Кто-то финансы, да, кто-то отношения. И продолжаете над этим трудиться. Вот такие рекомендации дают высшие силы. Дальше. Так, а здесь трудолюбиво и неустанно старайтесь над своими целями. Будьте решительной, стабильной. Не отпускайте ситуацию. Иногда приходится изворачиваться, да, иногда приходится как-то обходить острые углы. Вот говорят, что будь осторожна, но не отступай от своей цели. Да. Вот так. Мои дорогие, тут еще карта вот 4, пора, наверное,
Кто ночью смотрит, отдыхать, кто утром. Вам хорошего, прекрасного дня. И до новых встреч. Спасибо вам хорошее за ваши лайки, комментарии, за финансовую поддержку. Безмерно благодарю тех людей, которые это делают. И желаю, чтобы Вселенная давала больше, чем вы приносите сюда. Всего доброго. Пока-пока.